Всем привет! Ну что же, кажется, пришло время этого ролика. На канале Протоколы SCP я рассказывал, почему Сиреноголовый не стал SCP и не получил своей истории в рамках тайного фонда. Кто не видел, ссылка где-то появилась в подсказках. Надеюсь, теперь все знают, что он не SCP. Но при всей его популярности практически никто не говорит о его оригинальной истории. В ютубе очень много роликов про Сирену, и в большинстве из них авторы, похоже, придумывают что-то сами. А ведь Тревор Хендерсон, человек, который нарисовал Сиреноголового, поведал нам и его историю. Поведал, правда, не в одном где-то месте, а как он любит это делать, оставив множество сообщений по всему Твиттеру. В этом видео я постараюсь рассказать о Сиреноголовом так, как его задумал сам автор. Для чего я просмотрел весь его Твиттер, где он постит всю информацию. Посты за несколько лет. Нашел все или почти все его комментарии с ответами на вопросы про Сиреноголового. Надеюсь, получилось интересно, так что оцените лайком и комментарием это видео. Сиреноголовый – это вообще довольно древнее существо. Он появился на фотографии аж 1900 года, причем уже с сиренами на голове. С тех пор его долго не видели, и в следующий раз попался он на фотографии только в 1966. Но первые сообщения о каких-то агрессивных действиях с его стороны появились существенно позже. В 1978 году пропала 9-летняя девочка. Она услышала голос своей мамы, доносящийся из леса, что начинался прямо за домом, где она жила. Девочка откликнулась на зов и пропала среди деревьев. Больше ее никто не видел. Позже случилась серия подобных исчезновений. В 1984 году в лесу пропали 4 подростков. Один из них позже нашелся и рассказал, что что-то ужасное набросилось на них среди леса. Через год происходит еще одно подобное нападение. Также на подростков в лесу и снова с одним выжившим. Тот рассказал, что монстр заманивал его друзей в ловушку, имитируя голоса разных близких им людей. В 1990 году лесник нашел человека, висевшего на дереве. Человек был мертв, а все его лицо изодрано. Этот человек считается первой найденной жертвой Сиреноголового. Примечательно, что его барабанные перепонки были разорваны, а все лицо сильно разбито. Мягкие ткани порваны в клочья. Со временем таких находок стало все больше. Люди с лопнувшими барабанными перепонками и разбитыми лицами стали попадаться повсюду. Было бы это дело в мире SCP, тварь бы уже, конечно, поймали, но в том мире, похоже, некому заниматься подобными существами. И Тревор много раз пишет о том, что это чудовище живет в мире, где SCP нет, ну и вообще его монстр никак не связан с SCP. Главное умение Сайренхеда – это возможность маскировки. Он может легко спрятаться среди деревьев и кустов, но больше всего он любит разгуливать в небольших городках и в различных индустриальных зонах, где он может скрыться среди телефонных столбов, линий электропередач, да и просто проводов вокруг. Тем более, что его рост около 12 метров как раз соответствует средней высоте телефонного столба, а его конечности могут произвольно удлиняться или становиться короче, чтобы походить на тот или иной объект, под который тварь замаскировалась. Также он легко может отращивать себе новые придатки, чтобы, например, стать похожим на дерево со множеством веток или изобразить провода, которые расходятся от него. Нередко он стоит около крупных дорог, маскируясь под разные придорожные конструкции, где его даже иногда замечают водители. А иногда он и не думает прятаться. Он забирается на холмы и так там и стоит. Иногда он просто подолгу стоит и не двигается на видном месте. Тогда многие люди принимают его за странное произведение искусства, ведь его кожа блестит как что-то железное и визуально похоже на металл, из-за чего его легко перепутать со странной статуей. Но чем дальше, тем меньше Сиреноголовый беспокоится о своей маскировке. Если сначала он только и делал, что прятался, то позже начал, гуляя по окрестностям крупных городов, будить своими сиренами людей. Кроме звуков сирен из динамиков раздавались и голоса. Самый громкий голос чаще всего говорил: в последующие 30 секунд эта станция будет передавать сообщение учебной тревоги. Это просто тестирование. Это. В то же время более тихий голос говорит другую фразу: «Где я? Пожалуйста, мне нужна помощь. Меня кто-то слышит? Выпустите». Кроме этого, из него раздается странная искаженная музыка, обрывки диалогов из разных фильмов, случайные слова и цифры, а когда тварь спит, из него доносится белый шум. Несмотря на то, что в целом Сайренхед предпочитает городские пейзажи, больших скоплений людей он избегает. И в 2016 году он снова был замечен прячущимся в лесу, маскируясь под деревья и ветки, охотясь на проходящих мимо людей, неподвижно выжидая целыми днями.
пока кто-то пройдет рядом. Но все это его история, а что мы знаем о самом существе? Мы знаем, что это существо нуждается во сне, но при этом оно не является живым организмом. Оно состоит из некой непостижимой сверхъестественной материи. Тревор прямо так и пишет, что он из непостижимой материи, которая лишь приняла форму этого монстра. Так что оружие против него бесполезно, ведь каких-то важных органов, которые можно было бы разрушить, у существа нет. Единственные вещи, состоящие из нормальной материи, это его сирены, при помощи которых он издает все звуки. Также материальны и его зубы, которые, впрочем, находятся прямо в сиренах. Существо способно управлять различной электроникой и передавать звуковой сигнал в любую подходящую технику. И вот когда-то оно выбрало столб с этими сиренами. Если с этим все относительно понятно, тварь из непостижимой материи налипла на столб с сиренами и вещая через них разными голосами. То с зубами уже не очень, откуда они вообще появились и для чего они есть. При этом он охотится на людей. И несмотря на то, что у него, собственно, есть настоящие зубы, он не ест своих жертв. Во всяком случае, не ест их тела. Ему не нужно мясо. Да и если бы он хотел есть, ловить крупных зверей было бы куда логичнее, чем людей. Но сиреноголовый вообще не воспринимает животных. Они просто его не интересуют. Тревор пишет, что Siren Head даже не понимает, что они такое. Существо не нуждается в материальной пище. Не использует оно свои зубы для атаки. Все жертвы были прибиты мощной звуковой волной, жирным, так сказать, басом, которым чудище обдает тех, кого ловит. Кроме того, у него нет органов чувств, но при этом он все отлично видит, что также говорит о том, что его облик — это лишь форма, принятая для более удобной маскировки. На вопрос, разумен ли сиреноголовый, Тревор не дал однозначного ответа. Хотя странно думать, что неразумное существо могло бы правильно подбирать фразы, которыми можно приманить людей, ведь для этого надо понимать их смысл, да и более того быть хитрее среднего человека. При этом, собственно, человеком или другим разумным существом сиреноголовый не был никогда. Он именно что тварь из сверхъестественной материи и изначально им был. Тревор пишет, что его мотивы абсолютно чужды нам и не могут быть поняты в рамках человеческой логики. Но что Тревор утверждает однозначно, что никаких способов договориться с ним или задобрить его нет. Он убивает людей просто потому, что ему так хочется. Это занятие ему нравится, не более того. Он ведет себя на манер злых детей, которые разрушают муравейники. Siren Head — это очень популярный монстр, которого при этом невозможно понять. Сам его лор не предполагает возможности узнать, что он такое и откуда. Никаких мстительных духов или чего-то в этом духе. Лишь сгусток неизвестной субстанции, принявшей форму и охотящийся на людей просто для развлечения. При этом способный легко обмануть человека, как делает охотник на уток, использующий крякающий манок и резиновых птиц в качестве приманки. Люди для сиреноголового — это лишь объект веселой охоты. При этом люди для него вполне предсказуемы. Он отлично знает, что именно должно звучать из динамика, чтобы приманить каждого конкретного человека. С другой стороны, для людей поведение сиреноголового — это нечто такое, что невозможно понять и предсказать. В нем нет никакого смысла и закономерностей. В один момент сиреноголовый прячется ото всех в лесу, а затем просто ходит вдоль дорог, а потом вдруг нападает на целые небольшие города, а потом снова прячется. Главная фишка этого монстра не в том, что он такой высокий и у него сирена на голове, а в том, что его невозможно понять. Может быть, именно в этом секрет его такой большой популярности. А еще он похож на Слендера. Всем пока!